Представьте ситуацию. Государство рассчитывало получить огромные деньги, около 1,5 триллионов рублей. Не миллионов, а именно триллионов. Для понимания масштаба это примерно 2 годовых бюджета Москвы. Эти средства уже были учтены в планах, распределены по программам, на них рассчитывали различные отрасли. Но в итоге образовалась огромная недостача – около 440 миллиардов рублей. И произошло это не из-за кризиса, не из-за санкций и даже не из-за какого-то чрезвычайного события. Система просто дала сбой. В цепочке государства, налог, автомобиль, покупатель что-то пошло совсем не так. Кстати, если хотите увидеть документы, цифры и некоторые детали этой истории, которые в ролике показывать не всегда удобно, загляните в мой телеграм. Там я выкладываю больше материалов и говорю гораздо прямее, ссылка в описании. Речь идет об утилизационном сборе, одном из самых спорных инструментов регулирования автомобильного рынка России в последние годы. Одни считают его способом поддержать отечественный автопром, другие называют скрытым налогом на всех, кто хочет купить автомобиль, особенно если речь не идет о «Ладе». Сегодня попробуем разобраться, как появился этот сбор, почему его значение постепенно изменилось, кто выигрывает от его повышения и почему сейчас автомобильные салоны в стране все чаще напоминают выставочные залы, а не места активной торговли. Сам термин «утилизационный сбор» звучит довольно сухо и бюрократично, но сама идея на первый взгляд кажется логичной. Когда человек покупает автомобиль, рано или поздно эта машина выйдет из строя. Через 15-20 лет ее можно будет разобрать, перебрать металл, безопасно утилизировать масла, пластик и другие материалы. Все это требует затрат, поэтому государство вводит сбор, который платится заранее. Фактически это аванс на будущую переработку автомобиля. То есть производитель или импортер автомобиля заранее перечисляет деньги, чтобы через много лет было на что утилизировать эту машину. На бумаге логика выглядит вполне разумной, но есть важный вопрос. Если деньги собираются на утилизацию миллионов автомобилей, где инфраструктура для этой утилизации? И тут возникает интересный вопрос. В открытых источниках почти нет информации о крупных предприятиях полного цикла по переработке легковых автомобилей в России. Известно лишь о строительстве одного подобного проекта в районе Владивостока. И это при том, что страна огромная, а автомобилей на дорогах десятки миллионов. Получается странная ситуация. Деньги на утилизацию собираются уже много лет, а полноценной инфраструктуры для этого практически не видно. Сам утилизационный сбор появился в России в 2012 году. Тогда он воспринимался как относительно небольшая мера регулирования. Основная цель была достаточно понятной – ограничить массовый ввоз старых подержанных автомобилей из-за границы. Особенно это касалось коммерческих импортеров. Для обычных граждан действовала символическая льготная ставка около 3400 рублей. Было лишь одно ограничение – возить автомобиль можно не чаще одного раза в год. И многие люди этим активно пользовались, особенно жители Дальнего Востока, где японские праворульные автомобили давно стали частью местной автомобильной культуры. В течение многих лет ситуация оставалась относительно стабильной. Ставки время от времени индексировались, но серьезных потрясений на рынке не происходило. Утилизационный сбор воспринимался как один из множества налоговых механизмов. Не самый приятный, но уже привычный. Однако в последние годы ситуация начала меняться. После ухода многих западных брендов российский автомобильный рынок оказался в новой реальности. Освободившееся место активно начали занимать китайские производители. Еще несколько лет назад названия таких брендов звучали для многих непривычно, но очень быстро автомобили из Китая стали обычным явлением в российских автосалонах. Параллельно развивался параллельный импорт. Машины из Европы, Японии и других стран начали попадать в Россию через третьи государства. В результате на рынке появилось довольно много предложений, а покупатели получили возможность выбирать. И именно в этот момент государство решило изменить правила игры.
Кстати, в Телеграме я отдельно разобрал, кто именно лоббировал ежегодную индексацию утилизбора и почему эта история выглядит довольно неоднозначно. Если интересно понять, кому это было выгодно, ссылка на Telegram есть в описании. С конца 2024 года система расчета утилизационного сбора была серьезно пересмотрена. Появились новые параметры. Например, мощность двигателя. Была установлена четкая граница 160 лошадиных сил. Если мощность автомобиля ниже этой отметки, для физических лиц сохраняется льготная ставка. Но если двигатель мощнее, применяется значительно более высокий тариф. На первый взгляд это может показаться технической деталью, но на практике эта граница оказалась очень чувствительной. Дело в том, что многие популярные кроссоверы, особенно среди китайских моделей, как раз имеют мощность около этой отметки или чуть выше. То есть новая система фактически затронула один из самых активно растущих сегментов рынка. Можно сказать, что правила были изменены именно в тот момент, когда спрос на такие автомобили начал быстро расти. Но на этом изменения не закончились. Позже было принято решение о ежегодной индексации утилизационного сбора. То есть повышение должно происходить регулярно, автоматически из года в год. Формально такая мера объяснялась необходимостью поддерживать доходы бюджета и регулировать рынок, но одновременно она усилила давление на стоимость автомобилей. В результате механизм начал работать иначе, чем рассчитывали многие чиновники. Предполагалось, что рост сборов просто увеличит цену автомобилей, но спрос сохранится. Однако на практике оказалось, что спрос тоже сильно зависит от цены. Когда стоимость машин начала расти быстрее доходов населения, многие покупатели просто начали откладывать покупку. Кто-то решил продолжить ездить на старом автомобиле, кто-то вообще отказался от идеи покупки. Именно здесь появилась огромная экономическая проблема подобных решений. Когда налог увеличивается слишком сильно, база для его взимания начинает сокращаться. Министерство финансов рассчитывало получить от утилизационного сбора около 1,5 триллиона рублей, но реальные поступления оказались значительно ниже – около 1 триллиона. Разница составила примерно 500 миллиардов рублей. Это огромная сумма. Для сравнения, это сопоставимо с годовым бюджетом крупного российского региона или города. Получилась парадоксальная ситуация. Механизм, который должен был приносить больше денег, в итоге начал приносить меньше. Но последствия оказались не только бюджетными. Их можно увидеть на самом автомобильном рынке. Во многих автосалонах сейчас действительно заметно снижение потока покупателей. Машины стоят в шоурумах, ценники есть, менеджеры готовы консультировать, но клиентов стало меньше. Особенно если речь идет о покупке автомобиля в кредит. А кредит сегодня – это практически единственный способ купить новую машину для большинства семей. Но при нынешних процентных ставках ежемесячные платежи могут достигать десятки тысяч рублей. Для многих людей это слишком серьезная нагрузка на семейный бюджет. В результате возникает ситуация, которую экономисты называют ценовым разрывом. Желание купить автомобиль есть, предложение на рынке есть, но возможности у покупателя уже не хватает. И в этой ситуации сложнее всего оказывается тем компаниям, которые традиционно ориентировались на массового покупателя. Долгое время именно доступность была главным преимуществом отечественных автомобилей. Они покупались потому, что были относительно недорогими и понятными в обслуживании. Но когда цены начинают расти вместе со всем рынком, возникает риск потерять ту самую аудиторию, на которой держались продажи многие годы. Сегодня автомобильный рынок России находится в довольно сложной точке. С одной стороны, государство пытается поддержать промышленность и бюджетные доходы. С другой, покупательские возможности населения остаются ограниченными. В итоге система начинает давать неожиданные результаты. Механизмы, которые должны были стимулировать развитие рынка, могут одновременно замедлить его. Кстати, в Телеграме я публикую еще и инсайды от дилеров. Что сейчас происходит со складами, скидками и реальными продажами. Там картина иногда сильно отличается от официальной статистики.
Если интересно заглянуть за кулисы рынка, ссылка на Telegram в описании. И здесь возникает довольно интересный вопрос. Если инструмент, который задумывался как защита рынка и поддержка промышленности, в итоге влияет на цены, спрос и даже на бюджетные поступления, то насколько эффективно он выполняет свою задачу? Возможно, проблема не только в конкретных цифрах или ставках, а в самом подходе к регулированию рынка. Как вы думаете, что будет дальше с автомобильным рынком в России? Будут ли цены продолжать расти или ситуация постепенно начнет выравниваться? Напишите свое мнение в комментариях. Интересно почитать разные точки зрения. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах. Ну и шутка на прощание. Мишустин призвал добиться экономики высоких зарплат, поскольку экономика высоких цен уже построена.